Хольмганг. Личный вызов у викингов. Если кто-то считал, что оскорблен и не смог найти законного наказания обидчику, или его положение слишком отличается от того, которое должно быть, каждый викинг мог отправить другому своего рода вызов на событие, исход которого чаще всего закончится гибелью. Это событие называлось Хольмганг, поединок, который должен был состояться в течение 3-7 дней после объявления вызова. Если вызываемый не явился на Хольмганг, то его противник по умолчанию считался победителем спора. Отказ от Хольмганга позорил весь клан. Человек, который решил не участвовать в Хольмганге, проявлял Ньонгр трусость. И это было совсем иным, чем сейчас. Трусы, нидинги, оказывались вне общества. Их презирали собственные братья и сестры. Слово буквально переводится как «обитатели дна», не имеющие шанса получить имущество, вступить в брак, даже просто с кем-то общаться. В нидинги попадали те, кто отказался от вызова: гомосексуалисты, отравители, мужчины, замеченные в колдовстве. Однако последнее трактовалось по-разному. Например, прорицатели просто жили в удалении, а также ряд известных берсерков умели колдовать. В любом случае, большинство выбирало вероятную смерть в бою, нежели утрату чести и статуса. В эпоху викингов было два типа поединков. Эйнвик, буквально единоборство, представлял собой беспорядочную драку, где недобросовестные приемы и тактика была допустимы. Судьи в единоборстве не было. Бойцы полагались на силу и личную удачу, чтобы решить вопрос, кто прав. Хольмганг был поединком чести, в котором сражались между собой воины по особым правилам и обычаям, ограничивающим ход боя. В нем считалось позором кусать, пинать или царапать, как кошка, укус лошади, удар кобылы недопустимы, но удары кулаками и оружием – дело человека. В одном из фрагментов документа XIII века из Вестергетланда, Швеция, устанавливает условия для Хольмганга. Если кто-то говорит оскорбление другому человеку, то пусть встретится там, где встречаются три дороги. Если оскорбленный не явится на Хольмганг, то он будет таким, как его называли, он теряет право давать присягу, у него нет права давать показания и свидетельства в суде, независимо от статуса и пола. Если приходит оскорбленный, а не тот, кто оскорблял его, то он должен трижды крикнуть Ниингр и сделать отметку на земле. Теперь оба встречаются полностью вооруженными. Если оскорбленный падает, компенсация составляет половину выкупа. Если тот, кто говорил оскорбление, падает, значит его оскорбления самые худшие. Язык губит голову, он должен лежать на поле, ему нет компенсации. Изначально вызов на Хольмганг, буквальный перевод «битва на холме», было дело исключительным, по очень тяжелому поводу. Древнее общество викингов имело сложную систему управления и права, но некоторые споры не могли быть урегулированы путем дискуссий и переговоров. Некоторые люди требовали плату кровью. Например, в случае убийства родственники часто требовали Хольмганг. Если убийца был приговорен к смертной казни или изгнанию из страны на какое-то время, но родственников это не устраивало, то они имели законное право вызвать убийцу на Хольмганг. Любой человек, независимо от социального статуса, может быть вызван на Хольмганг. Поэтому скоро такие вызовы стали способом решить вопрос личной неприязни или призвать к справедливости тогда, когда суд явно оправдывает твоего врага. В сериале «Викинги» был эпизод сражения Рагнара и его ярла, образец такого поединка, где ярл не мог отказаться или приказать своим людям просто убить своего подданного. Сражения часто проводили по правилам, похожим на современную борьбу, на полотне или шкуре, выход за которую считался поражением. В особых случаях ринг уменьшали до 2 метров, не давая бойцам пространства для маневров. По законам Хольмганга, шкура должна быть 5 локтей длиной, с узелками на углах. 3 квадрата должны быть очерчены вокруг шкуры, каждой шириной в 1 фут. По углам самого большого должны быть воткнуты 4 колышка. Когда приготовления сделаны, поле считается освященным. Каждому будут даны 3 щита, и если они будут изрублены, то соперники должны продолжать бой без щита, защищаясь только своим оружием. Тот, кого вызвали на бой, должен нанести первый удар. Если один из сражающихся был ранен и кровь его упала на шкуру, сражение должно быть прекращено. Тот, кто будет ранен, должен заплатить 3 марки серебром за свою свободу. Сага о Кормаке.
Хольмганг, приведший к смерти или инвалидности бойца, не является убийством и, следовательно, не ведет к объявлению вне закона, и победитель не обязан выплачивать штраф семье жертвы. И скоро это стало способом заработка для наиболее свирепых воинов. Если у соседа было больше денег, лучше скот и красивее жена, нет ничего проще, чем вызывать его на бой по выдуманному поводу, а затем забрать его имущество. Недалеко от моря было хорошее поле, отмеченное кольцом из камней, где должен был состояться Хольмганг. Льот прибыл вовремя, вместе со своими людьми, вооруженный копьем и мечом. Это был очень большой и сильный человек, и когда он прибыл на поле Хольмганг, в нем проснулась ярость берсерка, так что воин издавал громкий вой и кусал край своего щита. Игиль тоже приготовился к Хольмганг, взял старый щит, меч Надр, который прицепил к бедру, а другой, Драгвандил, нес в руках. Он вошел внутрь знаков, которые отмечали поле сражения, квадраты, расположенные вокруг плаща, но Льот еще не был готов начать бой. Игиль поднял свой меч и запел. Ореховое поле. После того, как песня завершилась, Льот вышел вперед и провозгласил закон Хольмганг, тот, в котором говорилось, что если сражающийся выйдет за пределы камней, которыми огорожено поле боя, то после этого его будут называть нитингом. Потом они набросились друг на друга, и Игиль ударил Льота мечом. На Хольмганге помимо самих участников поединка обязательно присутствовали их друзья или родственники мужчины, которые, однако, не имели права вмешиваться в поединок ни при каких обстоятельствах, выполняя роль секундантов, следящих за соблюдением правил и ритуальной части. В Кормак-саге есть одно упоминание о жертве быка перед Хольмгангом, но есть много упоминаний о жертве, принесенной победителем после победы. Бой обычно заканчивается на первой крови, и победитель получал 3 меры серебра, если спор не был о конкретной собственности. Это правило представляет собой более позднюю исландскую версию Холмгана, которая была призвана избежать ненужной гибели людей в поединке. Закатом эры Хольгангов стало появление хищных берсерков, которые вторгались на фермы и в дома и требовали денег, женщин, имущества дома, а в случае отказа фермеры призывали их на Хольмганг. Остается сомневаться, что эти поединки всегда сопровождались строгими ритуалами. Профессиональных дуэлянтов-берсерков указывают добавление слова «Хольмганг» к личному имени, например, Хальмганг Храфн, Хальмганг Лётер, Хальмгангу Мани Хальмганг Скеги. В 1006 году Исландия объявила о запрете Хальмганга, а Норвегия запретила опасный поединок в 1014 году, так как из суда чести поединки скатились в замаскированный законом разбой. Похожие традиции суда поединкам были у славян и назывались поле, а также у других индоевропейских народов Европы. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.